Всем привет! Я очень рада, что вы включили это видео. Убери. Надеюсь, что вы в восторге от моей подставки для микрофона точно так же, как и я. Первое, что попалось под руку сегодня. Ну и перед тем, как мы приступим к просмотру видео, я хотела бы сделать небольшой дисклеймер. Если вы не можете поехать домой, если вашего дома просто больше нет, или если вы понимаете, что это видео может вас ранить по любым другим причинам, позаботьтесь о себе и выключите его. Вы можете сначала поставить дизлайк, написать плохой комментарий. It's okay, мы все переживем. Ну а если вы все-таки решитесь посмотреть, то я очень надеюсь, что у меня получилось передать атмосферу и что вам понравится. Приятного вам просмотра! Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города. Яркие огни аэродрома. Мы уже в Стокгольме. Здесь у нас туманы и дожди. Здесь у нас холодные рассветы. Смотрите, что я тут нашла. Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Ну-ка, Андрей показывает мой дом. Вот эти два. Да, кирпичный. Ну, можно сказать, и так, это панелька. Да, вот этот. Ова-на, сколько тут магазинов. Если вам интересно, что мы с Андреем купили в первый раз, оказавшись в магазине, то это 2 сырка Б.Ю. Александров. Я не очень люблю сырки, но захотелось. Пикник и шоколадка Альпенгольд с соленым арахисом и крекером. Птичье молоко, конфетки, мы иногда их покупаем в славянском магазине. И лейс с крабом. Лейс с крабом нам даже Артем привозил из Казахстана. Просто понюхайте. Сейчас я буду обжираться. За моей спиной вот это окошки квартиры, в которой мы жили, когда я была маленькая, жила в опочке до 2 класса, до 3-го. Пришли тут во дворик посидеть на колесах, на которых я маленькая прыгала. Такое немножко детство. Ну и наш продуктовый набор просто говорит о том, что мы жесткие подростки. Это сладости и чипсы. Не хватает колы и энергетика, знаете. Вот это дерево. Мы играли в прятки, подбегали и тут так делали. Туки-туки за меня. А вот двор. И там сейчас бегают дети, представляете? У них там на 5 или на 4 один самокат электро. И они с ним развлекаются, ругаются, что там кто-то его разрядил. Необычно. Смешано новое со старым. И все такое же, и все другое. Тут вот Лиза жила. Там Лиза, кстати, ее, по-моему, тоже зовут. А вот мой садик уже буквально просто подать рукой. Это ближе, чем, я не знаю, что, чем зал у меня сейчас. А это моя первая школа. Сюда я пошла. 1 класс. Младшая школа вот здесь. А вот тут старшая. И здесь я так и не начала сюда ходить, потому что мы переехали. Здесь училась с папой кататься на велосипеде, на этом асфальте. Ну и так как моя бабушка пчеловод, редкая поездка в родной город обходится без визита на пасеку. Правда, я тут только снимаю, а вот Андрей помогает, подготавливает улей и сажает в него пчел. Андрей несет рой. Держи аккуратно. Говорят, бывает до 6 килограмм, но этот легкий. Смотри, сейчас втянешься, потом что мы будем с тобой делать с таким пчеловодом? Очень маленькие. Должны быть все рамки заполнены, все должны быть в пчелах. Можно оставить их перед домиком, чтобы они вошли. Но у нас мало времени до ночи, отсыреет ящик, поэтому придется их немножко тряхануть. Но в следующий раз нам выпал шанс увидеть по-настоящему большой рой. Правда, для начала нужно было его поймать. На дереве, короче, образовался рой. И надо было его собрать в... Пчел везде тут. Надо было его собрать в ящик. А чтобы собрать, надо его с дерева спустить, этот рой. И мы пилили дерево. Ой! Ну беги, помогай, я не знаю, надо эту? Я тоже не знаю. И рой оказался на земле, и рядом с ним поставили ящик. И вот они туда все собирают. И сейчас мы ушли сейчас от них. А ты хотел там еще побыть? Там опасно. Представляешь, сколько бы стоило такое развлечение? Спилить дерево, поймать рой. Вообще, мне кажется, можно инстаграм-аккаунт заводить и все это рассказывать, потому что это супер детективно. Теперь этот рой от 1 до 3 дней должен постоять в подвале в холоде, а потом нужно будет его сажать в улей. Пасека — это, конечно, то еще приключение. У меня соты. Можно вот так вот кушать. Очень сладко. И очень вкусно. Облака все так же быстро летят, как тогда, и глаза жжет от дыма и слез. Я убивала комаров. Мы приехали в лес, но мы не нашли грибов.
Ты очень шумишь ногами, там будет не слышно, что ты говоришь. Ну, знаешь, что ты снимаешь опять? Я очень люблю собирать грибы, особенно лисичек, потому что они бывают червивыми, но для этого нужен Определенный август. месяц. Представляете, а сегодня-то июнь. Человеку 18 лет, представляете? 18 лет. Андрей у нас фотограф, фотографирует все достопримечательности Опочки. Наверное, красиво. Не знаю. На тысячи мелких частиц, пока не утонет луна, даже если падаешь вниз, потерянных временем нет. В последний день мы успели поучаствовать в посадке картошки и даже покататься на тракторе. И тут я словила очень странное чувство. Кажется, вот только что приехали, а уже снова пора с кем-то прощаться и ехать дальше. А мы перемещаемся в Псков, а именно в Псковский Кремль. Я не поняла, почему ты меня передразниваешь? Псковский Кремль. Сейчас тут погуляем пару часов, и есть у нас времечко. Идет дождик, вообще, по крайней мере, первая часть нашей поездки выпала на очень дождливую погоду. Я смотрю погоду в АВР, знаете, там солнце, 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 и здесь дождь, дождь, дождь. Мало того, что идет дождь, смотрите, еще весь собор в строительных лесах. Зеленый заборчик такой, в общем, хорошо, что мы там уже были. Ты же там был? Я был, да. Прятаться от дождя мы пошли в соборную трапезную. И да, не думала я, что так будет выглядеть мое первое кафе на родине. Итак, вот наш улов, борщ, оливье, пирожки, сосиска в тесте. Андрей, сколько ты за все это заплатил? Говори. 6,5 евро. Мне кажется, в Португалии так бы даже суп один не стоил. А дальше мы гуляли и, как полагается, проводили очень много времени с родными. К сожалению, у меня не осталось видео, зато осталась эта милейшая открытка, которая напоминает мне о доме. Итак, мы приехали в Питер. Простите, что немножко пропали. И простите, что я такая грустная. У нас тут в дороге случилась неприятность. Ребята, которые сидят с животными, написали, что они устали от Джеи, нужно что-то делать, он лает, и у него начались проблемы с желудком. Пока ничего не придумали, немножко испортилось настроение. Посмотрим, как решится ситуация. Как всегда, не без каких-то приколов и эксцессов. Экстернов? Как это правильно называется? Экстернов, наверное. Я шучу. Посмотрим, смогу ли я еще что-то когда-то снять, или на этом влог закончится. И мы приехали на наш район. Конечно, не в таком состоянии, не с такими эмоциями. Мне хотелось вернуться домой после стольких лет. Мы уже на нашем районе, и я в шоке от высоты этих зданий. Если честно, мне очень не нравится, что все такое высокое. Пойдем заселяться, так сказать. Как-то так 3 года назад мы отсюда уезжали. Не было вот этих всех домов еще. Что-то обвалилось. Я уже не понимаю, для кого я это снимаю в свете последних событий. У нас был такой коврик. У нас же был обрезанный ковер. Это новый какой-то? Так все интересно. Тапочки меня ждут. Смотрите, наши вещи. Все неправильно стоит. Тут должен быть вот этот стеллаж. Добро пожаловать домой. Смотрите, это наша кухня. Все ровно так, как было, когда мы уезжали. Моя любимая, я так по тебе скучаю. Прости меня, что я уехала от тебя. И брошу тебя и продам. Ну что, доброе утро в нашей квартире. Пока мы решаем вопрос с передержкой. Андрей, вот посмотрите, не может удержаться, носит мне все свои старые кроссовки, рассматривает их. Это мои любимые кроссовки Андрея. Будем забирать. Посмотрите, это все наши вещички, артефакты. Все выбрано с такой любовью. Просто не передать словами. Все наши баночки, горшочки. Это вообще хлебница, которую мы купили. Где? В секонде? Хлебница, которую мы купили в секонде, она просто потрясающая. Какие тут красивые рисунки сбоку. Все эти шторы, вот просто которые я подбирала, мои самые любимые. Если бы мне нужно было второй раз выбрать шторы, я бы выбрала точно такие же. Ох, 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 как же это все тяжело. Почему нельзя перевести с собой всю квартиру? Вместе со стенами.
Мне сегодня утром пришла в голову идея найти какую-нибудь передержку на день, типа, знаете, дневного лагеря для собаки, чтобы с Джеем там занимались, и дай бог он ночью спал. Сейчас ждем ответ ребят, ответ от передержек, надо идти, найти что-то на завтрак. Я увидела, что у нас на районе открылась Вольчика, а я там работала. Эти булочные были просто у меня в списке того, что нужно посетить. Кроме того, посмотрела самокат, боже, там можно заказывать примерно все. Вот у меня нет шампуня, можно шампунь, можно одежду, можно телефон. Район тоже очень сильно отстроился. Сейчас пойдем, сходим все-таки пешочком, своими ножками за продуктами и за всякими штуковинами. И вечером мы собираемся встретиться с друзьями. Так что надо приходить в себя. А вот и оно, 160. Представляете, еще и круглая красивая цифра. Моя любимая розетка с клубникой. У пирога поменялась форма, он был квадратный, стал круглый. Жульен сейчас совершенно другой, он был, по-моему, высокий. И вот это вот вензель, что-то новенькое. Мы взяли кофе, чтобы допивать с собой, и продолжаем гулять. Посмотрите, какая тут красивая школа и какая красивая площадка. Возможно, у меня просто заниженные ожидания от площадок в России, но это выглядит круто. Дети из этой школы могут выбегать на переменах в мальчика и покупать булочки. Жить свою лучшую жизнь, я считаю. Не плакать, не плакать, не плакать. Ну что, то самое место, где мы гуляли с Джеем. Смотрите, вот тут спускались и гуляли у Невы. Как-то все не очень облагорожено. Здесь открыли кучу магазинов, нужно пробираться через вот такую штуку. Огромная стройка, хотя здесь цвела сирень, были деревья и все такое. Ну и давайте посмотрим, что там на набережной. Ну давай иди, Андрей, стою под дождем. Так, мы тут идем. Может, сюда просто никто не спускается, надо поверху идти? Или там ничего нет, там только стройка? Да-да-да-да. Ты-то вообще уже уханька, свои кроссовки новые. Вот, смотрите, люди внизу гуляют с детьми. Андрей недоволен жестко. Вот примерно там была такая набережная, по которой мы гуляли с Джеем. Ну, даст бог, когда-нибудь достроить, сделать красивую набережную, еще через 3 года приедем, будет уже красота. Мы в метро. Я вон как в Португалии с мокрой головой. Выхожу всегда там из зала или из дома, так и здесь. Привыкла, не знаю, насколько это принято в большом городе. Сейчас первый раз поедем на метро и встретимся с Ваней и Олесей, которых не видели 3 года. До меня только сейчас начинает это доходить. Из-за того, что так много всего происходит, я не успеваю как-то заранее подготовиться. Вот сейчас мы уже едем, и я такая, мы же сейчас увидимся. Думаешь, тебя сейчас начнут проверять в метро? И, конечно, его отправили проверяться. Эх. И мы поехали встретиться с друзьями. Конечно, я снова почти ничего не снимала, но были мы в ресторане любимой сербской кухни. А потом пошли гулять на Новую Голландию, где даже попали на какую-то бесплатную выставку. Ты кашляешь как дед. Как Джей. Нет, вы посмотрите, как я гуляла по Питеру и потеряла подошву. Вот такой позор. Андрей пока тут начинает кушать, я вам расскажу, что все вот это прекрасное разнообразие, сырки, круассанчик с соленой карамелью, колбаска, огурчик, черешенка, творожный сыр, орешки, красная рыба и, конечно, блины и сырники, кофе в дрip-пакетах и молоко. Это я просто оставила за кадром моющее средство и колу. Проверяем наш почтовый ящик первый раз за 3 года. Вдруг там есть какие-нибудь письма? Ты сразу выкинул? А вдруг там что-то интересное? Никто не писал нам письма, не отправлял открытки. Мы все-таки нашли кое-что интересное в нашем ящике. Лежало вот это извещение человеку. Оно немножко как бы просрочилось, но все-таки мы ему, наверное, отправим. Александр Николаевич. Доставлено. Сегодня мы целый день провели у себя на районе, ходили по магазинам, Андрей ходил к стоматологу, я накупила всякого в Бифри, сейчас дома разбираем вещички, это просто какой-то сумасшедший дом, мы сортируем на благотворительность, в секонд, забрать возможно, забрать точно и выкинуть. А сейчас приехала наша первая доставочка, мы будем кушать настоящие майонезные запеченные роллы и пиццу. Вот такое количество роллов и 3 пиццы обошлись нам в 3500 рублей. Ну и самое удивительное, что пока я жила в Португалии и кушала лосось самостоятельный за солки, я так скучала по этому лососю из вакуумных упаковочек или вот из таких роллов. И оказалось, что я так привыкла к своему лососю, что этот просто для меня и пахнет отвратительно, и на вкус отдает какой-то грязью. Я, если честно, очень разочарована и очень недовольна собой. Сейчас вам покажу. Вот как-то так выглядит Филадельфия. Мы отдельно ее заказали, и мне ужасно не нравится запах. Все уже сейчас остынет, и Андрей меня убьет. Всё. Первая майонезная роллинка за 3 года. Ну-ка. Так же, как было, или уже не то? Можно и без этого прожить? Нет.
Привет! Нашла у себя в закромах вот такой вот вкладыш из жвачки. Смотрите, как в тему любовь — это не жить прошлым. Большую часть времени в Питере мы действительно старались не жить прошлым и избавлялись от наших старых вещей. Среди них был найден удивительный артефакт — планер, время которого остановилось ровно в тот месяц, когда мы уехали. Но давайте не будем о грустном. Мы с Андреем вырвались из разбирания вещей, приехали на Маяковскую. Тут мы сегодня устраиваем себе день, в который мы будем притворяться, что мы туристы в родном городе. Почему туда? Нам же туда. Я думала, мы там выйдем. Попробуем провести этот день так, как провели бы его вы, если бы вы приехали в Питер как туристы. Посмотри, главные достопримечательности. Но с учетом того, что сегодня хорошая погода, вышло солнышко, так что мы не будем тратить время на музеи, театры и бог знает что. Будем стараться гулять, вкусно кушать. И мы сразу наткнулись на кафе де Паштел. Тут есть даже бекон, картофель, грибной жульен и ветчина с сыром, представляете? Мы сейчас будем пробовать. Ой, подождите, я выкладываю историю еще с Пскова. Сейчас мы будем пробовать паштел доната с Невского проспекта. Думал вообще, что так будет сегодня, когда я проснулся. У Андрея классика, а у меня ветчина с сыром. Ветчина, сыр, прикинь. Мне нравится очень. Но я очень люблю соленое. Похоже. Ну, какое-то домашнее мы делали с тобой. Лимон на корейского еще не хватает. Да вообще не будет слышно. Вы слышите меня? Слышите? Можете приходить пробовать. В целом немножко веет Португалия. Португалия нас вообще не отпускает. Мы ненадолго свернулись с Невского на Литейный. Тут случайно попали в какое-то что-то несбывшихся желаний, видимо, для спектакля, какое-то пространство или что-то очень симпатичное. Постарались там не задерживаться, потому что мы идем куда? В подписные издания, в то самое место, где мы почти 3 года назад решили, что мы переезжаем. Мы сидели наверху на 2-м этаже в ноутбуках, читали новости и поняли, что пора. Так что сейчас зайдем отметиться, не могли пропустить такое место. Я надеюсь, что когда-нибудь я обязательно сниму видео про наш переезд, все расскажу. У меня есть такое в планах с тех пор, как мы получили ВНЖ. Если что, пишите в комментариях, если вам интересно. Много на себя берет маленький бандит, даже крошечная ложь горячо болит. Вот это я читаю сейчас, а вот это я прочитала только что. Посмотрите, какая она огромная. Знаете, книжки на русском и вообще книжные магазины — одна из немногих вещей, по которым я очень скучаю. Библиотеки и книги — это вообще мое место силы. И вот прийти просто и все понимать — это моя мечта. Очень далеко до этого в португальском, может быть, было бы полегче, если бы мы жили в англоязычной стране, но, к сожалению, это не так. Это, конечно, все завораживает, да? Когда ты можешь вот так любую книжечку взять. Я с тобой разговаривала. Это надо вести далеко до дома. Ну, я сейчас про другое говорила, но не важно. Мы решили взять себе на память такую вот телефонную будку и собрать ее, потом поставить. Наш день в Санкт-Петербурге чуть не закончился на подписных изданиях, потому что мы там провели просто 1,5 часа, кажется, еле оттуда ушли. Я пытаюсь найти какой-то подарок для своих друзей в Португалии. Они занимаются музыкой, очень любят российских композиторов. И в подписных изданиях не было ничего. Было про балет, про живопись, и не было ничего про музыку. Сейчас мы зашли в какой-то магазин с винилом, но тут, кажется, тоже нет того, чего мы хотели. Зато тут есть книги. Меня просто удивляет, что когда мы общаемся с португальцами, они знают Россию по нашим композиторам, при этом мы внутри не так-то уж хорошо знаем наших композиторов, но они на слуху, но все равно писатели, художники тоже намного более известны. Все равно у нас страна, на мой субъективный взгляд, более литературно-центричная, и писатели более известны, чем композиторы, которые вообще-то тоже великие. Музыку могут понимать все. Ну, типа, музыка не теряет при переводе, ты хочешь сказать? Может быть, из-за этого действительно. Мы все-таки нашли какой-то подарок, смотрите. Очень надеюсь, что Инеш понравится. Все это выглядит так, как будто мы в Будапеште. Питер так похож на Будапешт. Будет вязким-вязким грех, грязная вода. Будет дольше пауз всех, слово навсегда, сломано навсегда.
сейчас свернули, чтобы пройти по итальянской. Тут находится заведение. Сейчас какой-то хачапури, но раньше было 2 балочки. И я там работала официантом и хостес. Очень недолго и очень несчастливо. И мы идем завтракать. Сколько часов? 8 уже, да? Мы хотели выбрать какое-то прикольное кафе с бранчами, но в итоге идем в старый добрый пироговый дворик. Знаете, тосты с лососем мы можем поесть где угодно. А вот походить по местам, с которыми связаны всякие воспоминания, только в Питере. Так что идем в пироговый дворик. Я очень сильно замерзла уже. Недолюбование Дворцовой площади. Ну ты сейчас упадешь, не надо. Вот, тут там холодно. Вот там был закат. Мы 4 опоздали. Все не можем решить, остаемся ли мы на развод мостов, потому что прохладно и устала. Мы же туристы, они всего 1 денечек в Питере, и они должны были бы остаться. Ну, наверное, останется. Как ты думаешь? Думаю, что нет, что поедем домой. 13 градусов, представляете? Это как в Португалии зима. Лошадка, наверное, тоже замерзла. И мы поехали в Торжок. Навестить большую часть моей семьи и отвезти кое-какие вещи. Ну а среди видео отсюда обнаружилась только вот эта парочка забавных эпизодов. Итак, мы находимся в Торжке на каком-то мосту, и я хочу вам показать, как много здесь церквей. Вот если на 360 посмотреть. Вот там вдалеке 1, потом 2. Но мне кажется, там сразу 3, кстати, в одном месте. 3, 4, 5, 6. Видите, часовенка какая-то. Вот за этим деревом. Пойдемте. И вот последняя уже на той стороне. Как минимум 9. Но, конечно, немножко разрушены. Вот, мы ничего отсюда особенно не снимали, но мы будем еще неделю, может быть, что-то покажем. Мы приехали в Василёво, недалеко от Торжка, такой комплекс, куда, знаете, свозят всякие старые постройки, деревянные дома, природка. Это чертов мост. Он снимался в «Ночном дозоре», представляете? Построен просто без всякого цемента, просто сложены камни, насколько я понимаю. Очень красиво. Маша, запрыгивай в ванну. Что следует? Что? Простите, я больше не буду. Сколько на пляж? Что-то, что нам нужно. Это зеленые клубнички. Откуда тут табуретка? Куда табуретку? Как вы поняли, мы раздали друзьям последние вещи и отправились в аэропорт. Мне очень интересно, какие эмоции у вас вызвало это видео. Грустные, тоскливые или все-таки по большей степени веселые. Обязательно напишите про это в комментариях, а я уже провожаю Андрея на внутренний рейс.
Он полетит дальше, а я назад к животным. Но вылетела из Питера я не без приключений. Рейс сильно задержали из-за сообщения о бомбе. Тут я снимаю закат над Стамбулом, еще не знаю, успею ли на пересадку, но все обошлось. И это я уже в безумно дорогом отеле в Кёльне. Прямо у аэропорта пришлось раскошелиться, все-таки первый самостоятельный перелет. Но не переживайте, я справилась, и вот уже родные португальские крыши на горизонте. Попробую я выйти на связь без Маши. Я сейчас в Ангарске, в своем родном городе. Пошел сегодня погулять по местам детства. Смотрите, это мой садик. Там вход. Ну, сюда, конечно, не пройти. Тут мы играли в теннис большой. Даже какие-то были соревнования. Я помню, занял 2-е место на этих соревнованиях. Вот он, корт. Я замечаю, что вот в Ангарске очень много зелени. Нравится очень. Подхожу к одной из своих школ. Я учился тут с 1 по 7 класс. Намного меньше я связан с этой школой, чем с лицеем, в котором я учился с 7 по... Нет, 7, 8, 9. Да, ну, видите. Смотрите, жук. Жук здоровый. Я только сейчас понял. Я думал, что я в этой школе учился намного больше, чем в лицее. 5 лет я учился в лицее. И 5 лет здесь, получается, одинаково. Мы занимались там трудом. Все близко. Я вот прошел, получается, от дома. Сначала через садик, от школы. Это буквально заняло 7 минут. Сейчас я подхожу к бабушкиному дому, в котором я тоже, конечно же, проводил очень много времени. Но тут, в принципе, все одинаковые дома. Если я сейчас покричу, кто-нибудь из них выйдет. Но я не буду этого делать. И тут дерево такое с ранетками, смотрите. Они кислые такие. Но мы в детстве ели. Приятный двор, тут огромное пространство, везде деревья, тенечек. Мне кажется, вот в таком дворе гулять действительно кайфово, а не в питерском. Вот так вот идем, и из-за угла выглядывает лицей. Интересно зайти сюда, офигеть. Я тут не был очень много уже времени. Мне кажется, я сейчас смогу найти, что мы рисовали после выпускного. Тут еще, может, моя фамилия есть. Вот, Гуляев. И рядом Бутенко. Это мой дружочек. И вот тут задний двор. Какие-то ворота поставили. Наверное, в футбол играют. Ностальгия. Прикольно. И в 2 минутах от лицея моя спортивная школа. Ермак. Мы с Илюхой уже успели поиграть тут в пляжку. Там я занимался с 3 класса волейболом. Поэтому сейчас я играю в волейбол в Португалии во 2-й лиге. Ну и наконец сегодняшней прогулки покажу вам все-таки мой дом. И тут прошло все мое детство. Вот эта стенка. И мы тут играли в -5 в футбол. Если кто-то знает, тут ругается. Такие вайбы прикольные. Вот такой вот мой город. Ангарск. Это запах дома, у каждого он свой. Фото из альбома прячет пыль и слой. Это друг с района, на голову больной. Это брат родной, за меня горой. Это тонкий лед и острый край, но время прошло, только не стирай. Память о доме из детства, где-то бродит бухой отец. Там под столом безопасное место, и его поведение — это способ протеста. Его способ жить и не жить вовсе, ничего не оставить ни то, ни